Антиутопия начинается. Штрафы за поиск информации. Почему правоохранительные органы закрывали глаза на дела Эпштейна? Банки Казахстана начнут проверять граждан по биометрии при оказании любых услуг. Конфликт Китая и Тайваня ближе, чем вы думаете. А аэропорты Флориды обязаны сообщать о любых действиях по распылению химических веществ в небе. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня суббота, а это означает, что пора приступить к анализу тех событий, которые произошли на этой неделе. Итак, начинаем. Закрывали глаза. Утечка аудиозаписи свидетельствует о том, что ФБР пропустило некоторые детали в деле Джеффри Эпштейна. Но мы-то с вами знаем, как это дело все пропускали мимо ушей, мимо глаз. Это все делалось, конечно же, специально, потому что, в принципе, спецслужбы и различные правоохранительные органы не могут сопротивляться тем, кто стоит за ними. В субботу Окейфи Медиа Групп опубликовала секретную аудиозапись, на которой заместитель старшего офицера национальной разведки ФБР Рами Хасан называет бюро дерьмовым и признает, что правоохранительные органы закрывали глаза или пропускали некоторые вещи относительно бесконечных дел Эпштейна. Ну, как вы думаете, это все случайность или закономерная история, связанная с элитными кругами? Безусловно, дорогие друзья, для тех, кто уже давно подписан на канал, это новостью никакой не является. И мне очень странно, что такие персонажи, как, например, Алекс Джонс, Такер Карлсон, прямо искренне, по-детски, настолько наивно удивляются действиям Трампа. Ведь он был первым, кто согласился рассекретить все материалы по делу Эпштейна, но ВОЗ и ныне там. Друзья, обязательно, просто настоятельно рекомендую вам, подписывайтесь на телеграм-канал, ну и на Бастион. Ссылки вы найдете в первом закрепленном комментарии. Объясню почему. Сейчас примерно следующая тенденция. По крайней мере, у нас в стране будут всячески цензурировать, блокировать различные источники, которые не соответствуют официальной парадигме. Даже WhatsApp попадает под удар уже с 1 сентября этого года, потому что, как вы узнаете из одной из следующих новостей, его тоже попытаются или заблокируют на территории России. Telegram пока что не пошел на условия, которые ему предложили, поэтому все еще это действующая платформа, где сегодня гораздо быстрее распространяется информация, чем где-либо. За Telegram-каналом не успевают даже официальные СМИ, поэтому подписывайтесь, ссылка в первом закрепленном комментарии. А мы продолжаем. В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров. Что же это означает, дорогие друзья? По данным одного из телеканалов, это связано с предстоящим в ближайшие годы масштабным укреплением вооруженных сил. Но адекватный человек задаст себе вопрос, а укреплением, собственно говоря, для чего? То есть вы хотите сказать, что все-таки Европа готовится к военному противостоянию, в которое, если мы будем доверять, скажем так, официальной вот этой вот геополитической картине, втянет США. Да, ну, по сути, если мы смотрим на вот эту вот кукольную псевдогеополитику, так оно по сути есть, потому что именно оттуда приходят ресурсы, команды и так далее. Что мы наблюдаем за последнее время? Конечно, я не перестаю обращать ваше внимание на Польшу, потому что именно эта страна накачивается военными ресурсами больше всего не только потому, что она ближе к Украине, но в принципе потому, что, видимо, там настолько лояльная к своим высшим кураторам руководства страны, что оно не против в общем и целом, если будет служить разменной монетой в будущем конфликте. А он, мои дорогие друзья, похоже, стремительно приближается, потому что есть, опять же, неподтвержденная информация, которая гуляет по телеграм-каналам, и я не говорю, что это истина в последней инстанции, о том, что многие из правящих элит понимают, что дело идет не только там, к противостоянию Китая и Тайваня, но также к какой-то заварушке серьезной в Европе. Ну что же, здесь мы будем, конечно же, держать руку на пульсе, но тенденция, как вы видите, я постоянно так или иначе затрагиваю военные новости, тенденция налицо. Действительно, накачивание Европы идет полным ходом. Казахстанцы будут проходить биометрию при получении онлайн-кредита. И не только, друзья, как выяснится из следующей новости. Итак, банки начнут проверять казахстанцев через биометрию при предоставлении любых услуг. Согласно постановлению АРРФР, клиенты банков при оказании дистанционных услуг должны будут пройти двухфакторную идентификацию, включая сдачу биометрических данных.
Я, конечно, не знаю, как в Казахстане дела обстоят с кибербезопасностью, но что-то мне подсказывает, если с этим не все хорошо в Америке, в России, в других странах, то там вряд ли ситуация чем-то отличается. Поэтому, я не знаю, есть ли люди, которые меня смотрят с Казахстана. Я не являюсь каким-то, знаете, вот этим вот шизопараноиком, который видит во всем угрозу, да, и предостерегает абсолютно от всего, да. С таким подходом можно запереть себя в 4 стенах, обить эти стены мягкими подушками, да, чтобы случайно голову себе не разбить и так далее. Но я призываю не к крайностям, я скорее за адекватность. И на самом деле, да, мы сегодня видим увеличение количества кибератак, различных сбоев, кстати. Привет тому самому сбою СБП в России на прошлой неделе, который произошел, когда люди не могли ни себе на личные счета там деньги перекидывать, ни организации не могли расплачиваться. В общем и целом ситуация более чем реальна. И если вы большую часть своих финансовых ресурсов держите на счетах, на вкладах, на депозитах, то у меня для вас не очень хорошие новости, потому что глобальная или локальная по вашей стране киберугроза, скорее всего, не входит в перечень страховых случаев, которые будут покрыты вашей страховой компанией, если вы вообще застрахованы и так далее. Поэтому, друзья, вы должны понимать, в какое время мы живем и что кибербезопасность оставляет желать лучшего. Поэтому лучше всего хранить свои финансы где? Верно, пока еще разрешена наличка, где-то поближе к себе. США требуют от Японии и Австралии четкой позиции на случай конфликта с КНР из-за Тайваня. Что же это означает, если переводить на доступный и понятный русский язык? А дело в том, что Пентагон настаивает на том, чтобы власти Японии, Австралии и других стран четко определили свою роль в случае войны США и Китая за Тайвань. Об этом пишет известное издание Financial Times. Минобороны страны требует от союзников обязательств, а вместе с тем обсуждает с ними увеличение оборонных расходов. На фоне, естественно, растущих опасений из-за угроз со стороны КНР. Власти двух стран недоумевают из-за этих требований, как отмечает издание. Я думаю, ни для кого из вас не секрет, да, особенно судя по последним новостям, что действительно ситуация вокруг Тайваня накаляется. Это видно и по заявлениям представителей китайских элит. И мы видим учения постоянные, которые проходят со стороны Китая возле Тайваня. Также мы видим учения США и Японии в этом регионе. В общем и целом, эта карта будет разыграна. Когда? Это уже третий вопрос. Поэтому не исключено, что в определенный момент весь мир забудет и про Ближний Восток и обратит свое внимание на Тайвань. Трамп может разрешить Украине использовать ракеты «Атакамс» для ударов по России. Друзья, как вам такая новость? Особенно те, кто считали, что Трамп – это борец против какого-то там глубинного государства и так далее. На самом деле, друзья, уже даже по данным издания «Вашингтон-Пост», Трамп может поручить поставить Киеву еще несколько таких ракет. И, собственно, это же издание пишет, что чиновники Пентагона месяцами призывали наносить удары вглубь территории России с использованием этих ракет. А теперь давайте вернемся к новости о материалах с Джеффри Эпштейном, которые Трамп так обещал, собственно говоря, рассекретить, чем и привлек огромную часть своей аудитории. Когда я вспоминаю об этом, я также припоминаю случай с Хавьером Милеем, да, президентом Аргентины, который тоже говорил, что он против глобалистов. И сейчас, когда его выберут, он как развяжет с ними войну. Но мы этого не видим. Это оказалось просто популистской ложью перед выборами. Сколько еще таких политиков типа Трампа, кстати, с которым они хорошие друзья, как я понял, сколько еще таких политиков будет обводить вокруг пальца большинство? Знаете, есть такая очень хорошая поговорка. Можно какое-то время обманывать нескольких людей, можно какое-то время обманывать всех, но нельзя все время обманывать всех. И вот мы, похоже, сейчас подходим именно к этой черте. Где она, эта черта? Знаете, вам никто не скажет точно, но по моим личным ощущениям она уже очень близко, эта черта. Госдума рассмотрит штрафы за поиск экстремистского контента и рекламу вот этих самых средств обхода. Да, вам сейчас скриншот из официальных, так сказать, новостей. Итак, россиянам может грозить штраф до 5000 рублей за поиск в интернете экстремистских материалов. А при использовании средств обхода блокировок размер штрафа составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Соответствующие поправки одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. А теперь, дорогие друзья, пристальное внимание давайте сейчас с вами наше будем приковывать к самому концепту, да? То есть, смотрите, есть перечень, в котором порядка 5500 таких вот запрещенных материалов, да? И, по сути, человек иной раз может, допустим, случайно наткнуться хотя бы даже на упоминание вот в поисковике об этом материале, потому что бывает такое, что ссылка на источник уже недоступна, она как бы заблокирована. Но, значит, в поисковой выдаче заголовок чего-либо, он выдается. Это первый момент. То есть, человек может случайно наткнуться. Второй момент. Я пока не понимаю, как это будет технически реализовано. Почему? Ответ очень простой. Потому что, чтобы точечно отслеживать такого рода операции, совершаемые на разных устройствах абсолютно, да, смартфоны, планшеты, компьютеры, государству необходимо иметь контроль над вашим трафиком полностью. И у меня закономерный вопрос. А этот контроль, он уже есть или как бы его еще нет? Что нужно сделать провайдерам, другим компаниям, чтобы вот этот подробный трафик предоставлять? Но подождите, а у нас же есть какое-то законодательство, которое касается свободы изучения информации. То есть, в общем, какие-то положения Конституции, которые позволяют человеку, мы не говорим про запрещенные материалы, а в принципе какую-то информацию искать. Потому что то, что сегодня обычная информация, друзья, совершенно обычная, завтра может стать экстремистской. И этот список из 5500 может увеличиться до нескольких миллионов, например. Я, конечно, утрирую, но тем не менее мысль вы поняли. И это уже опасно. И, кстати, один из депутатов назвал это, собственно говоря, наказанием, штрафом за мысли преступления. А я хочу напомнить, что в антиутопическом романе Джорджа Оруэлла «1984» именно такая категория преступлений и каралась законом. То есть человек успел лишь подумать о чем-то, а его уже арестовали. Понимаете, насколько все серьезно? И, думается, мне не просто так отложили в прокате выход российского фильма «Мы» по роману Замятина, кстати, который является прообразом всех написанных после него антиутопий, таких как «О дивный новый мир» или «1984». И там уже Замятин описывает как раз-таки тот самый мир будущего с нереальными ограничениями, где люди живут в специальных технологичных резервациях, у них у каждого свой номер, нельзя проявлять эмоции и так далее. Да, в лучших традициях вот этих вот всех произведений. Интересно, да? Кстати, хочу сразу напомнить тоже, что у нашего Российского государственного социального университета, РГСУ, есть уже проект в разработке, который так и называется «Мы». Этот проект касается социального рейтинга. То есть они всерьез разрабатывают программу лояльности граждан в государстве. Но это уже тема для отдельного выпуска, так что давайте двигаться дальше. Китайские компании готовятся к массовому внедрению подэкранных Face ID в Android-смартфоны. Речь идет о системе 3D-распознавания лиц с невидимой фронталкой. И это уже, друзья, технология, которая проходит завершающие этапы тестирования. Китайские разработчики начали испытание инновационной технологии трехмерного распознавания лиц, работающей через дисплей мобильного устройства. Теперь вам не придется проходить примитивные системы распознавания, а ваше лицо будет получать сразу трехмерный снимок. Ну что же, это еще одна новость, которая идет в конве с нашей сегодняшней темой антиутопических инициатив. Да, как вы знаете, в Китае там ситуация гораздо хуже по многим аспектам, связанных с контролем. Поэтому, друзья мои, не думайте, что это как-то далеко и от нас, потому что сегодня большая часть рынка смартфонов – это смартфоны из Китая, причем не только в России, но во всем мире. Вообще, чего бы мы с вами ни коснулись, да, от производства одежды до каких-то устройств, это все производится в Китае. И даже американцы потребляют именно китайскую продукцию, не как это было раньше, да, когда заводы работали с оригинальными брендами на территории тех стран, собственно, в которых эти бренды были созданы. Сейчас это уже далеко не так.
СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов. А это уже очень интересно, друзья мои. Это невероятно интересно по той простой причине, что политика-то миграционная, она не меняется в основном, да, то есть нам показывают какие-то вещи, что что-то меняется, но коренных изменений нет, а вместе с тем мы наблюдаем теперь уже последствия. Итак, в России растет увеличение заболеваемостью менингококковой инфекции из-за мигрантов. С начала года зафиксировано 1200 случаев. Это в 2 раза больше, чем за весь 2024 год. Вспышку связывают с миграцией и антисанитарией. Каждый 10-й зараженный умирает, каждый 5-й выживший остается инвалидом. Я не могу адекватными словами, да, приемлемыми, скажем так, для эфира комментировать эту новость. Возможно, у вас это гораздо лучше получится, поэтому я вам предоставляю полный карт-бланш на это, друзья, в комментариях. Генеральный прокурор Флориды обязал аэропорты сообщать о деятельности по воздействию на погоду. А это уже интересно, друзья. Судя по всему, действительно, как мне в приватной беседе сообщил Али, что Флорида – это последний штат США, где еще хоть как-то чтят Конституцию и, в принципе, законы. Так вот, в своем сообщении в X, бывший Твиттер, в понедельник генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер заявил, что его ведомство будет обеспечивать соблюдение закона, подписанного в прошлом месяце губернатором Роном Десантисом, республиканцем, который направлен на защиту жителей Флориды путем запрета выброса аэрозольных частиц в атмосферу от химтрейлов. Вот вы видите вообще, друзья мои, как вчерашняя теория заговора становится обычной жизнью. Еще вчера, то есть лет 5-7 назад, все инстанции, все официальные СМИ в принципе отрицали наличие такого явления, как химические трассы в небе. На сегодня это реальная практика, с которой сталкиваются представители, в данном случае США, жители. Но поверьте мне, я уверен, что это реализуется и в других странах. Пальцем не будем показывать. Израиль начал внезапную атаку на сирийскую столицу, в то время как Нетаньяху потребовал от США финансирования новой войны. Израиль все никак не успокоится, и оно неудивительно, потому что, так сказать, есть у них свои планы. Удары, которые затронули Министерство обороны и районы вблизи президентского дворца, стали самыми интенсивными нападениями Израиля на соседнюю страну с тех пор, как 3 недели назад он объявил войну Ирану. По данным сирийских государственных СМИ, по меньшей мере 3 человека погибли и 34 получили ранения. Я вот даже не знаю, но, наверное, друзья мои, ООН и другие инстанции никогда не будут прямо вот открыто обвинять Израиль в том, что это государство, которое осуществляет экспансию, нападение, да. То есть там идет все под конвой того, что это якобы защита, вот они боятся за свою безопасность. Друзья, мы же видим реальность. Это попытка всех СМИ, всех купленных, как мы видим, организаций международных проталкивать именно ту парадигму или хотя бы замалчивать, которая выгодна Израилю. И это видно. Понимаете, это голые факты, с этим не поспоришь. Другой вопрос, как это комментируется в тех или иных СМИ. Или, вторая, как я и сказал, позиция, это просто режим тишины, когда никаких комментариев по этому поводу нет. Что мы в основном, кстати, и наблюдаем. Но даже Такер Карлсон уже высказался по многим вопросам с этим связанным. Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах московского метро. Да, друзья, технология биометрической идентификации активно расползается не только по нашей стране, но и по всему миру. До конца 2025 года к сервису подключат все платежное оборудование для прохода на станции. Например, в конце прошлой недели завершили работы на Солнцевской линии, где биометрия появилась на 138 проходах. Ранее этот способ оплаты проезда заработал на всех турникетах Троицкой, Бутовской, Некрасовской и Филевской линий. В общем и целом, друзья, хотим мы того или нет, но лицо каждого будет записано, будет отслеживаться, и все вытекающие из этого последствия в будущем, я уверен, уже не таком далеком, вы увидите уже сами. Обязательно ставьте пальцы вверх для продвижения этого видео. Это очень важно, потому что в последнее время
YouTube активно не хочет рекомендовать видеоролики с подобными темами, и мы понимаем прекрасно почему, потому что YouTube – это инструмент передачи информации, но в том числе и той, которая невыгодна тем, кто стоит за самим YouTube и Google. Поэтому новые алгоритмы всячески пытаются задвинуть ее, но пока что у них это не получается в полной мере. Поэтому обязательно пишите комментарий и ставите палец вверх. Следующая новость, а тут весьма уже все любопытно. Почему? Сейчас поймете сами. ВОЗ провела, оказывается, специальное учение по ядерной чрезвычайной ситуации на фоне обострения военных конфликтов. В учениях приняли участие более 75 стран из 10 международных организаций. Сценарий был основан на смоделированной аварии на атомной электростанции в Румынии, которая привела к большому выбросу радиоактивных веществ. И, друзья мои, здесь на самом деле очень-очень интересный момент. И вообще все, что касается радиации, для меня это всегда большая загадка. Объясню почему. Смотрите. Радиация – это то, что люди не могут зафиксировать как запах, как какую-то визуальную составляющую. Да? Это всегда невидимый убийца, скажем так. И представьте себе, если необходимо создать определенные условия, хаос или жесткие ограничительные меры в каком-то месте, в Европе, например. И, значит, происходит операция под ложным флагом, где якобы на той же румынской АЭС происходит какая-то авария. Но по факту ее там нет. Просто СМИ тиражируют это везде, нагнетают страх и панику, как это было в 2020-м. И людей под предлогом вот этой вот самой безопасности, да, значит, которая связана с ядерной угрозой, начинают люто кошмарить. Что это будет? Ограничения, запирание по домам, какие-то непопулярные меры. Мы не знаем, да, с вами. Но то, что такой сценарий вероятен, да, для определенного развития событий, мы не можем исключать. Потому что глобалисты, скорее всего, не пойдут на реальную ядерную катастрофу. Они могут применять, и я уверен, что это будет в будущем происходить, они могут применять ядерные заряды ограниченного радиуса поражения, например, на Ближнем Востоке. Я уверен, это будет. И то это не несет такого урона, как если бы они по-настоящему подорвали, например, действительно АЭС, как это было вот с Чернобылем. Я не говорю сейчас, что его подорвали, хотя такие слухи тоже есть. Я имею в виду масштаб трагедии. Да? Они тогда поняли, что это полная жесть, и, естественно, больше таких казусов в истории не происходило. Поэтому, на мой взгляд, сегодня мы живем в век запугивания, мы живем в век власти СМИ, да, пятой власти так называемой. И создать вот такую иллюзорную катастрофу можно очень-очень легко, потому что никто из вас не сможет туда поехать и посмотреть, а действительно там все так. Понимаете? А репортажи, СМИ будут нагнетать ситуацию. На многих людей, которые эмоционально нестабильны, это окажет серьезное воздействие. Вспомните период модной хвори, да, 20-22 год. Поэтому наблюдаем и смотрим, что будет дальше. Брешь в нацбезопасности. В Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp в России. Итак, друзья, интересная новость. Тоже в копилочку наших замечательных, в кавычках, ограничений. Сообщается, что мессенджер будут закрывать, а все школьные и домовые чаты переведут в национальный мессенджер Max уже к 1 сентября. Тот самый, который недавно выпустили. Какое совпадение, да? Вышел Max, который, видимо, никто не скачивает, и нужно как-то добровольно-принудительно, скажем так, людей туда перевести. Собственно, в этом же мессенджере Max разместят и чаты бюджетных организаций. Также пишут, что в администрации президента посчитали риски блокировки Telegram и потерю аудитории лояльных Telegram-каналов значительными. Поэтому что? Поэтому, друзья, вот вам ответ, почему я всегда призываю подписываться на Telegram. Можете, кстати, сделать это прямо сейчас, ссылка в первом закрепленном комментарии. Они не будут блокировать Telegram, потому что у них есть каналы, собственно, которые позволяют оказывать определенное влияние на их целевую аудиторию, условно. Поэтому Telegram пока что на плаву, и это очень хорошая новость. Ну, а те, кто пользовались WhatsApp, к сожалению, придется переходить либо в Max, либо в Telegram. По поводу Max уже было очень много сказано не только мной, и в том числе моими гостями, поэтому повторяться не буду. В России создадут цифровой профиль молодого человека, то есть мужчины. На госуслугах запустят цифровой профиль для граждан до 35 лет. Давайте же почитаем, что это за инициатива такая.
Итак, на госуслугах появится цифровой профиль молодого человека. В него войдут профессия, образование и социальный статус. Профиль будет сопровождать человека всю жизнь и не обнулится после 35 лет. Ну что же, добро пожаловать. Сначала появляется профиль, где отслеживается вообще все о вас. Да, на секундочку, опять же, инициатива из разряда антиутопических. А потом, когда у каждого появится свой такой профиль, сейчас пока у молодого человека, а потом и у девушки, и у женщины, и у бабушки, а потом к этому профилю еще привяжут, например, социальный рейтинг, над которым так усердно трудится в РГСУ. И самое интересное, что, как я и сказал, их проект называется «Мы», как и произведение одноименное Замятина, да, антиутопическое. Поэтому, дорогие друзья, если вы думаете, что конспирология – это какой-то бред, да, я не исключаю, что есть теории, которые настолько противоречат здравому смыслу, что их можно назвать действительно какими-то маргинальными идеями. Но когда мы говорим о том, что действительно происходит, и на секундочку, друзья, обо всем о том, что сейчас происходит, я говорил еще несколько лет назад, когда еще не то, что не было причин для беспокойства, не было даже еще истории с СВО, ничего этого не было. Я начал говорить конкретно на этом канале еще в 2021 году обо всем том, к чему хотят прийти глобалисты, потому что многие проекты начинались уже тогда на Западе, а сейчас они кристаллизуются и реализуются уже здесь, в России, в Европе и в других странах мира. Понимаете? Вот и все. Это не конспирология, это реальность. Следующая новость тоже весьма любопытная. Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время. И тут, друзья, как раз мы вспоминаем ту новость, которую мы изучали совсем недавно, да, про то, что и Швеция призыв хочет вернуть, и про то, что Польшу накачивали. Вот и Белоруссия, находясь как раз на границе с Польшей, реализует теперь какие-то важные меры военного характера. Итак, президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал указ номер 282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению вооруженных сил других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемые госорганами и организациями в период мобилизации и военное время, говорится в сообщении. А нам с вами эта новость говорит лишь о том, что Беларусь прекрасно понимает текущие тенденции. Возможно, есть какие-то разведданные об активности Польши, военной активности, и Александр Григорьевич, естественно, принимает превентивные меры на всякий случай. А случаи, как говорится, бывают разные. Следующая новость. Ростелеком запустил авторизацию в публичных Wi-Fi сетях через банковский ID. Вы понимаете, что происходит? Итак, теперь пользователи могут подключиться к общественному беспроводному интернету с использованием банковского ID. Авторизироваться таким способом могут обладатели Сбер ID и Альфа ID. Чтобы авторизироваться, нужно нажать кнопку входа на странице подключения и выбрать свой банк. Система автоматически подтвердит личность. Для Сбер ID не обязательно иметь карту или счет в банке. Функция работает в Wi-Fi зонах по всей стране, но ее доступность зависит от технических возможностей. Что там вы говорите про банковскую тайну? Ничего, можете забить и забыть про это вообще. Потому что если мы говорим об ID в банке, то многие из вас в приложение, надеюсь, что нет, конечно, но я уверен, что многие, к сожалению, заходят в свое банковское приложение по биометрии. То есть вот вы едете, например, в метро где-то в большом городе, вы хотите подключиться к общественной Wi-Fi сети, показываете личико и подключаетесь. При этом система знает, что за человек зашел, где у него счета открыты. А когда появится профиль на госуслугах, и это все дело будет интегрировано и в него, то полная прозрачность перемещения личности, особенно если человек-любитель подключаться к общественным Wi-Fi сетям. Понимаете, в чем дело? Я хочу напомнить, что вообще ряд вот этих инициатив – это не то, что годами готовилось. Это вот быстро приняли сейчас буквально на коленке, пока лето, пока люди в отпусках, пока люди на дачах, пока люди расслаблены от жары, они делают вот такие вот выпады. И финальная новость на сегодня, но не финальная по значению. Владельцев домашних животных обяжут регистрировать питомцев, друзья мои. Даже наших братьев меньших теперь коснется тотальный контроль. В России будет поголовная регистрация домашних животных. Всех владельцев питомцев обяжут регистрировать их
И согласно распоряжению правительства к маю 2026 года должна быть создана единая система учета. Информация о животных и их владельцах будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему в сфере ветеринарии. Нововведение призвано обеспечить точную идентификацию питомцев и их хозяев. А вот тут интересный момент. Я даже не удивлюсь, если идентификация питомцев нужна, чтобы идентифицировать хозяев. Например, если хозяин конспиролог, и он не сдает нигде биометрию, не сдает нигде свои данные, не подключается к публичным общественным Wi-Fi сетям. Но у него есть кошечка по имени Маркиза, например, да, и хочешь не хочешь, ему придется теперь ее регистрировать, а значит, информация о нем уже также будет доступна тем, кому нужно. Дорогие друзья, для тех, кто еще не знает, хочу поделиться с вами одной новостью. Я написал собственную книгу, которая подойдет не только вам, да, людям, которые уже давно в теме и знают, что происходит, но и вашим родственникам, друзьям, близким, которые вообще не понимают, что и как, и почему в мире все эти события разворачиваются, так сказать, для тех, кто вообще в танке. И написана она более чем простым языком. Скоро она выходит и будет доступна на сервисе Boosty, на котором вы уже сейчас можете зарегистрироваться. Ссылка на него будет также в закрепленном комментарии. Также помимо электронной книги выйдет еще книга аудиоформата, которую я сейчас активно записываю. Собственно, в один день вы сможете получить либо то, либо обе книги, как захотите. Вот. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы на Boosty, можете быстро там зарегистрироваться. Это буквально 3 секунды. Если у вас есть аккаунт на Google, просто через Google аккаунт авторизируйтесь, и все. Чуть позже я объявлю дату выхода, то есть, чтобы вы уже были готовы. И, собственно говоря, когда книга выйдет, вы сможете скачать ее по ссылкам, которые будут предоставлены. Вот. Это такое небольшое объявление. Ну, а мы с вами, прекрасно видя, что происходит, не должны недооценивать важность распространения информации, потому что люди пока не знают, они и спят. Да, есть отдельная категория, которая даже все знает, а им все равно, да какая разница и так далее. Ну, здесь, как говорится, доктор уже ничего сделать не может. Вот, поэтому будем надеяться, что все больше людей будут узнавать о происходящем, правильно это понимать и делать соответствующие выводы. Дорогие друзья, жду вас в Телеграме, в Бастионе. Все ссылки в первом закрепленном комментарии под видео. Берегите себя. Всем пока.